Okay, Okay. your turn. You read. So, Atto, Mia, camera. Adam, Moya, camera. No. Camera. Okay, it's not fair. For you, it's easier to learn Russian. Oh, really? Yeah, So, really. may I ask why? No. Because you live literally closer to Russia. Fair enough, but your country is almost as big as Russia. You know what? What? You're both fucked up then. Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал о русском языке Sound Like a Russian. Я бы хотела с вами порассуждать на тему, носителям какого языка легче всего говорить по-русски почти без акцента, и носителям какого языка тяжелее, труднее всего перенять русское произношение. Я буду опираться на здравый смысл, ну и на свой преподавательский опыт. Работала я со студентами из следующих стран. Причем отмечу, что занималась фонетикой я только с некоторыми из них. С кем-то мы занимаемся грамматикой, с кем-то готовимся к экзамену, с кем-то читаем русскую литературу. У каждого свое. Фонетика интересует не всех. Но произношение – это первое, что бросается в глаза. В данном случае бросается в уши. Произношение – это, конечно же, то, на что я в первую очередь обращаю внимание. И составляю свою какую-то статистику, наблюдаю, носителям какого языка легче или труднее дается тот или иной звук. Ответ на вопрос, носителям какого языка легче всего перенять русский акцент, напрашивается, казалось бы, сам. Это носители славянской группы языков. И действительно, студенты из Македонии, из Болгарии, из Сербии, из Черногории и так далее легче, быстрее могли начать говорить по-русски, не стесняясь своего произношения, потому что говорили они очень близко к русскому произношению. Акцент у таких студентов все-таки есть, но при желании от него достаточно несложно избавиться. И если такой студент живет в России год, два, три, в русскоязычной среде, с русскими друзьями общается, учится на русской программе или работает в такой среде, то через 2-3 года он говорит уже почти без акцента. По этой же логике у носителей китайского, вьетнамского, японского, арабского и так далее языков большие проблемы. Таким ребятам чаще всего трудно перенять русское произношение. На первых этапах им гораздо труднее, чем вот той первой везучей группе студентов. Но тут у меня к самой себе вопрос. Даже два, я бы сказала. Во-первых, в какую группу вписать студентов-китайцев, которые через несколько лет, немного, отмечу, лет изучения русского языка, говорили по-русски почти без акцента, у меня такие были. И вопрос номер два, куда же мы отнесем французов, немцев, венгров, испанцев, американцев и так далее, которые, по моему опыту, могут говорить как совсем по-русски, да, очень близко к русскому произношению, так и с очень сильным акцентом. Так вот, когда я отвечаю на вопрос, какие группы студентов легче всего говорят по-русски без акцента, я отмечаю 4 пункта. И родной язык студента – это только один из них, один из пунктов. Второй пункт, второй фактор, который играет здесь важную роль, это желание говорить без акцента. Без желания далеко не уйдешь. Именно желание говорить близко к носителю изучаемого языка определяет
то, сколько студент занимается и на что он обращает внимание. Пункт номер 3 – это время, а точнее количество минут, часов, дней, недель, лет, которые вы говорите на этом языке. Говорите и слушаете носителей языка. Это тот самый случай, когда количество переходит в качество. И в 4-й пункт я бы записала ваш слуховой опыт. Сколько языков в своей жизни вы уже изучали? Сколько языков, сколько акцентов вы в своей жизни слышали? Это все формирует ваш слуховой опыт. Но под этим опытом я понимаю, кстати, не только опыт изучения языков, но и музыкальный опыт тоже. Я не знаю, доказано это научно или еще нет, но по своему опыту вам могу сказать, что студенты, которые поют или играют на каких-то музыкальных инструментах, или в детстве ходили в музыкальную школу, или просто слушают много музыки и интересуются музыкой. В общем, студенты, у которых неплохой или хороший музыкальный слух, легче начинают говорить на языке без акцента. Ну или почти без акцента. Вот такие 4 пункта. Теперь вы можете себя протестировать, проверить себя на эти пункты. Ну, например, если ваш родной язык польский, вы очень интересуетесь русским языком и вы хотите говорить по-русски как носитель языка, без акцента. Если вы занимаетесь русским языком часто, много, каждый день что-то слушаете, читаете и говорите на русском, и вдобавок к этому вы еще и поете хорошо, то есть высокий шанс, что у вас получается говорить по-русски как у русского человека, или почти. Но если вы носитель, например, вьетнамского языка, вы никогда не занимались музыкой, вообще не любите слушать музыку, занимаетесь русским языком вы примерно 1 час в неделю, не больше, и вам, в принципе, не интересно говорить, ну, совсем без акцента. Ну, главное, чтобы вас поняли, все. Тогда велика вероятность того, что у вас есть сильный акцент. Но не расстраивайтесь, не спешите расстраиваться. Все-таки язык гораздо больше, объемнее, глубже, выше, шире, чем просто акцент. Давайте наслаждаться языком во всей его полноте и во всей его красоте. А сейчас для тех, кто досмотрел до конца, будет бонус. Такой момент, который поднимет вашу самооценку и восстановит вашу уверенность в себе, языковую уверенность в себе. Вы увидите, как русский человек изучает английский, а точнее пытается говорить с британским, королевским акцентом. Но перед тем, как попрощаться, еще напомню вам, что вы можете поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. И кроме того, вы можете поддержать меня и мой проект на странице Patreon. В скором времени для моих патронов будет доступен один сюрприз. Надеюсь, они его оценят. Мне кажется, это все, что я хотела вам сказать. Еще хотела спросить, как вам вид? Как вам видео в таких экстремальных условиях? Ну и все. Наслаждайтесь русским языком и моими видео. До встречи в следующих видео. Пока-пока. So, let's try another one, shall we? If two witches were watching two watchers, which witch would watch which watch? And together, if two witches were watching two watchers, which witch would watch which watch? If two witches were watching two watches, which witch would watch what watch? Okay, so close.